Тяжелые рамы удивительной красоты картины. Это не художественная галерея, а обычная квартира. А это автор полотен Александр Верейнов. Вот этот большой портрет Пушкина художник рисовал целый год. Так долго, потому что он пишет без помощи рук, просто зажав кисть в зубах. Александр инвалид с рождения. Тяжелая форма ДЦП навсегда приковала его к постели. В будущее парализованного мальчика никто не верил, только мама. Именно она помогла ему закончить 10 классов и отнесла рисунки в университет искусств. Там талантливого художника с радостью приняли, учился заочно. Преподаватель, узнав, что Александр рисует без рук, однажды сказала: «Я не могу его учить, я могу только преклоняться перед ним». В 90-е один из пейзажей Верейнова забрали в Третьяковку. Взамен подарили инвалидную коляску. Остальные работы так и пылятся дома, что, конечно, расстроило бы любого художника. Александр пишет не для себя, он хотел бы нести это чудо людям. Но почему о нем никто не знает? У нас сегодня необычное интервью. Я задаю Александру вопросы, а он мне отвечает в интернете. Выставку организовать вообще очень непросто. Площади дорогие, оформление работ в рамы – ноша неподъемная. А бесплатно закуточек на выставке никто не даст. Там жестокая конкуренция, и инвалидам мест не уступают. Александр не любит жаловаться, хотя есть на что. Ему постоянно нужны лекарства для кишечника, желудка, сосудов. При этом пенсия 15 400 рублей. Из них 5 тысяч – оплата за квартиру. Остальное уходит на лекарства и скромную еду. Больше ни на что не остается. Краски и принадлежности очень дорогие, но пока пользуюсь старыми запасами. Покупала еще мама с пенсии. Со страхом думаю, что делать, когда они закончатся. Но самая главная беда – зубной протез. Тот, что сделали бесплатно как инвалиду, не выдерживает нечеловеческой нагрузки. Ведь ему все приходится делать, стиснув палочку в зубах. И рисовать, и книги читать, и даже работать на компьютере. Протезы сильно натирают, десны воспаляются. И я долго не могу работать, а ведь зубы для меня – это все. Самый дешевый протез стоит 40 тысяч. О нем художник даже не мечтает. Раньше бедственную ситуацию спасала зарплата мамы-учительницы. Но мамы уже 8 лет как нет. Умирая, она передала беспомощного сына на руки замечательным сиделкам Людмиле и Наталье. Их работу оплачивает благотворительный фонд. Все в мире восхищаются британским астрофизиком Стивеном Хокингом. Гениальный ум в немощном теле. А вот здесь, в центре Москвы, живет не менее талантливый, но всеми позабытый художник Александр Верейнов. Завтра Всемирный день больного. И мы надеемся, что его история напомнит вам о том, чтобы протянуть руку помощи тем, кто остался один на один со своей болезнью. Сегодня Людмила везет Александра в Третьяковку. И просто выйти из квартиры уже настоящее испытание. Отсутствие нормального пандуса, крошечный лифт, который давит ноги, сложности с посадкой в машину. Но все эти проблемы не испортят художнику его маленький праздник. Он едет в Третьяковку, музей, где есть и его картина.